Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Второй расклад. Узнай будущее. Прогноз Таро на полгода, на первое полугодие 2025. Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите или на пороге каких новостей. Будем милосерднее к самим себе. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. А полгода – это не такой большой срок. И уже сегодня мы строим планы на будущее. По сути дела, это где-то в ближайшем будущем то, что с нами может произойти. И мы достанем с вами 6 карт, по одной карте на месяц. И будем рассматривать с позиции позитивной психологии. Поможет нам в этом колода добра, которую прорисовала великолепная художник и психолог, таролог с большим стажем Колет Барон Рид. Давайте рассмотрим, что же за события спешат в вашу жизнь, каковы энергии каждого месяца, что идет в вашу жизнь, что изменится в вашей жизни. Давайте заглянем с вами в будущее через карты Таро. Итак, первая карта у нас будет январь, хоть и начался этот месяц, но тем не менее еще остаются дни. Поэтому ближайшее будущее, совсем ближайшее, с чем может быть связан, с какими энергиями, с какими событиями январь месяц. Итак, достаем первую карту. Январь. Для вас, стрельцы. Февраль. Энергии февраля. Узнаем будущее на март. Третий месяц. Апрель месяц для вас, стрельцы. Каковы энергии, каковы события. Май и июнь. Понятно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад не передаст о личной истории каждого из вас. Но мы смотрим именно энергии. Может быть, где-то на удачу и успех. И даже если мы сталкиваемся с какими-то сложными патовыми ситуациями, мы будем рассматривать, что же нам подскажут карты. Итак, январь. Каковы энергии? Ух. Прекрасная карта говорит о том, что где-то материальный успех или вопросы, которые связаны, может быть, у кого-то с жильем, с местом пребывания или откуда к вам приходят деньги. Может быть, вы помогаете своим детям. Вот здесь сама по себе новая идея или новое отношение к финансам, к вашим непосредственно финансам. Сколько я получаю, сколько я могу потратить. Вы можете где-то сузить расходы. Вот есть такой момент. Потому что для вас самих, если вы кому-то помогали, именно в январе появляется что-то более интересное. Вообще позитивная энергия, когда хочется потратить на самого себя или на саму себя. И это тоже может быть побудительный мотив для того, чтобы пересмотреть концепцию финансов. А еще может быть такая ситуация в январе, когда вот вы, допустим, стрельцы, видите какую-то проблему или вопрос, или трату денег конкретно, да, вот если даже вы, опять же, участвуете в помощи кому-либо, может быть, это даже ваши близкие, и может возникнуть своеобразный спор, или вы случайно можете услышать какую-то фразу, которая будет идти вразрез вашим представлениям. И именно это вас подвигнуть на то, чтобы пересмотреть, может быть, довольствие для кого-то или объем вашей помощи, и как раз обернуть взор на самого себя. Может быть и такой тонкий нюанс, потому что есть такое прописанное, мы рассматриваем с позиции позитивной психологии, так вот здесь любопытство нами движет. Имеется в виду не любопытство к соседу, а нам для самих себя что-то хочется сделать хорошо. И это очень позитивная энергия. Не для кого-то, не чтобы кому-то было хорошо, а вот именно благоустроить, может быть, вашу жизнь, или начать какой-то проект, или ремесло, творчество, или просто какое-то хобби. Нам именно какую-то задумку хочется воплотить в жизнь. Очень добрая энергия. Деньги есть, деньги будут, но вот именно расход где-то вы можете продумывать в оставшиеся дни января. Давайте посмотрим, что же у вас на февраль. Но тут правда, вы оборачиваетесь словно на свои желания, мои дорогие стрельцы. Это карта эмоционального выгорания, когда вам может надоесть какая-то прежняя история по десятке огня или десятке жезлов. Это мы устали попросту. Устали от нашего участия в жизни кого-либо.
И значит, жизнь даже наша не должна остановиться в тех случаях, когда мы вынуждены, к примеру, ухаживать за близкими. Вот такое может, да, проигрываться. Все же мы все разные. Но где-то это вынужденная опека наша, она нас изматывает. Это очень тяжелый крест. Но здесь вот все равно, какова бы ни была ваша ситуация, вам захочется именно больше отдыхать, воплотить какую-то свою задумку в жизнь, может быть, где-то что-то приобрести. И карта говорит о том, что приходится пересматривать какую-то многозадачность, потому что словно мы устали от какого-то гнета или буквально взяли на себя слишком много обязательств. Может быть, это у кого-то и по работе, когда вы по доброте душевной тоже можете на что-то согласиться, а где-то потом начнете себя корить. Эта переоценка может начать происходить, или вы можете обращать внимание на те мелкие детали, нюансы, то, что прежде было словно от вас скрыто. И вот это может начаться именно с января. И тогда к февралю вот эти энергии, это не случайно, это точно. Потому что вас, как высшие силы Вселенной, подводят к какому-то балансу для того, чтобы вы меньше участвовали в жизни других людей, а больше как раз уделили внимание самим себе. Может быть, свою мечту исполнили, может быть, куда-то отправились в путешествие. Или когда конкретно настало время с чем-то или с кем-то распрощаться. Потому что, опять же, ваше как будто с одной стороны участие есть, а вот отклик, он какой-то совершенно иной. И здесь у каждого своя сфера жизни. У кого-то это может быть ситуация и по работе. И тогда вы придете к выводу, что не хочется продолжать, потому что нет отдачи, нет отклика. У кого-то подобная ситуация может проиграться и в личной жизни. Давайте мы с вами откроем энергии на март. Тут какие-то у вас на пороге судьбоносные перемены, смело говорю, потому что аркан первосвященник– это аркан император. Кстати, если уж мы начали говорить о финансах, иерофант нищий не бывает, поэтому деньги есть, деньги будут. Но для кого-то из вас важные согласования, которые именно вам интересны, вы можете провести в марте. Для кого-то из вас построение карьеры, не просто выполнение, может быть, работы, а когда вы видите плоды труда своего, а не так, когда работу сделал я, а лавры получил кто-то другой. Вот какая-то переоценка ценностей, перезагрузка по судьбе буквально, потому что иерофант– это именно, пусть даже события какие-то приходят на наш порог или какие-либо новости мы получаем. Здесь нет случайностей. Вас действительно подводят высшие силы к какому-то важному итогу вашей жизни. Либо он будет касаться, опять же, работы у кого-то это могут быть и личные отношения. По аркану первосвященник вы будете больше уделять внимание в марте тем вопросам, которые будут касаться либо важных согласований, есть такой момент, в согласовании в высоких инстанциях. Первосвященник или иерофант– это великий учитель. К вам могут обращаться за просьбой, помощью, но имеется в виду совет, именно совет как учителя. Это не значит, что мы за кого-то выполняем работу. Вы в корне пересмотрите концепцию своей помощи, вот я смело говорю, и высвободится много свободного времени, ну, по крайней мере, достаточное количество времени, чтобы вы уделили самим себе. Потому что для кого-то это может совпасть еще с периодом, когда вы начнете что-то изучать. Ну, кто-то банально будет изучать, может быть, и компьютер. Для кого-то желание, допустим, работать на дому. И вы будете изучать, каким образом, какие новые технологии я могу освоить. Или каким образом, как дополнительный доход я могу выстроить. Может быть, и придется где-то отправиться к чиновникам, чтобы согласовывать какие-то вопросы по вашим задумкам на будущее, уточнять какие-то детали. Но когда выпадает аркан иерофант или первосвященник, как в этой карте, мы не идем против системы, и вы можете изучать, как же работает эта система, как мне воплотить в жизнь мое желание с меньшими какими-то сложностями или с меньшими согласованиями. Давайте мы немножко раскроем. Февраль-март. Чего это может касаться? Для кого-то это может быть как и обучение даже эзотерики.
И о том, что вы ставите себя именно на первое место. Верховная жрица– это карта тайных знаний, и это та, которая себе много не рассказывает. И вы можете никому ничего не говорить. Кто-то из вас может завершить даже отношения, уйти по-английски. Тут будет важно, может быть, так вот не поссориться, вот этот момент, потому что пика могут достичь ваши эмоции, правда, именно из-за усталости. И кто-то, знаете, как последняя капля, может такое сработать, что ну просто хлопнуть дверью даже захочется. И тем не менее, будьте хитрее где-то, будьте гибче, потому что верховная жрица, она не делает ничего с позиции того, чтобы себе навредить. Сохраните молчание. Вы можете узнать, кстати, какую-то тайну. Или какая-то новость к вам может прийти совершенно неожиданно и где-то ускорить вашу вот как раз перезагрузку или пересмотр вашего участия в том или ином вопросе, деле или в помощи кому-либо. И правда, умеренность, не хочется никуда торопиться, не хочется поспешить кому-то дать обещания или взять какие-то обязательства. Здесь по умеренности и первосвященнику мы себе сделаем что-то правильно, хорошо, причем когда мир, согласие в нашей душе, когда гармония в нашей душе. Для кого-то из вас это могут проигрываться, может быть, даже те отношения с человеком, которого вы не афишируете. Я могу предположить, все же мы все разные, и, может быть, прежняя история любви была не самая счастливая, и вы не успели еще оформить вот как раз де юры, но де-факто отношения закончились, и вы понимаете, взаимопонимание утрачено, но у вас уже есть новый человек. Как будто есть уже новая пара, у кого-то может так проиграться. И вы об этом человеке никому ничего не говорите. И, в общем-то, вы где-то правильно делаете, потому что два старших аркана и первосвященник у кого-то, правда, может быть такая история новых отношений. Я могу допустить, что в принципе история новых отношений может быть, даже если прежняя какая-то история закончилась. И вы тут тоже не будете торопиться. Но тогда по аркану первосвященник. На новый уровень вы можете перевести ваши отношения. А для кого-то из вас, может быть, есть смысл задуматься об одиночестве. Стоит ли его продолжать? Каковы еще энергии? Королева жезлов. Ну, видимо, какое-то важное решение вы точно примете. Но не просто решение, мои дорогие стрельцы, а у вас тут будет решимость. Королева жезлов– это решимость. Но две карты, которые нам символизируют о том, что вы, правда, тоже можете что-то скрывать. И делать это умышленно для того, чтобы вам кто-то не помешал осуществить ваш намеченный план. Или, мои дорогие, вы кому-то уже не верите, потому что вас кто-то подводил. И эта позиция может начаться с января. Вот то, что я говорила по пажу земли. Потому что вы во что-то вкладывались или кому-то вы помогали. А здесь вы понимаете, жизнь словно проходит мимо. Она и дальше так пройдет. И если я буду жить в участии кому-либо, а для себя самого или самой, никогда не остановлюсь и не переключу как будто фокус внимания на свои нужды, на свои желания, на свою мечту. Какая-то перезагрузка у вас идет в первый квартал года. Давайте откроем апрель. Но вообще для вас добрая энергия. Тройка воздуха. Вы можете кому-то обнародовать свое желание, что я тебе не буду больше помогать. Или и я завершаю какую-то историю. Вы можете выйти даже из отношений. Потому что, опять же, это вас что-то не устраивает. Это не есть ситуация, когда вы узнаете, я больше вижу так, хотя я допускаю какой-то процент, что и вы можете узнать какую-то тайну, и в зависимости от этого вы такую рокировку в своей жизни произведете. Но я так вижу, что вы свои позиции, вы свои интересы переформатируете совершенно в новое какое-то направление. И поэтому будете завершать то, что не служит ни вашему прогрессу, не служит вашему вдохновению. По тройке воздуха это всегда ситуация не новая. Мы уже что-то пережили или прошли какой-то путь проб и ошибок. И вот теперь это финал какой-то ситуации. Или финал, я у кого-то допускаю, может быть, и отношений. И по тройке воздуха нам говорят, что дух срывает наши где-то планы. И старое должно завершиться и уйти окончательно. Прощание с прошлым, по сути дела, тройка воздуха в этой колоде. Давайте мы посмотрим, раскроем опять же, чего это может касаться или с чем это будет связано. Карта мага.
Видимо, за первый квартал, январь, февраль, март, вы почувствуете свою силу. Основная задача, наверное, этих первых 3 месяцев. У вас, мои дорогие стрельцы, выпадает карта мага. И в ваших возможностях они практически не ограничены. Поэтому вы можете сделать все. Но маг, он отталкивается от себя или от своих целей, чаяний, намерений. И вот что-то подобное, как мы сказали, смена вашего курса, куда я иду, может произойти январь, февраль, март. И вот эту демаркационную линию вы проводите уже в апреле. Может быть, у кого-то и раньше, кстати, такое тоже вполне вероятно. Но, может быть, с учетом аркана первосвященника вы можете расставить все точки над «и» уже где-то начиная с февраля, потом подытожить это документально и окончательно с чем-то проститься, а то и с кем-то уже в апреле. Вы словно расчищаете свое жизненное пространство в первую половину года, потому что чувствуете в себе силы, мои дорогие. Но эти силы – это не сама по себе сила, мощь, огонь. Нет, это противоположная энергия. Маг, он очень аккуратен. Более того, он великий практик. И он великий прагматик, материалист, кстати. Как бы мы ни думали об этой карте. Но, наверное, благодаря правильному взгляду на вещи, которые происходят вокруг нас, или правильной оценке отношений, здесь для нас практически ничего невозможного ведь нет. Если вы сочтете с кем-то нужным договориться или продолжать, значит, вы можете осуществить и помириться даже. Если маг считает, что нет, вот это я больше не продолжаю, значит, вы это будете завершать, причем в каких-то очень красивых энергиях. Вы, кстати, можете тоже столкнуться и окончательно понять, что в отношениях вас кто-то вами пытался манипулировать. И поймете вы именно тогда, когда прочувствуете собственную силу и поставите тоже точку. Ну, вот есть некоторая перезагрузка. Давайте посмотрим, что же на май месяц. Аркан повешенный мы в этой колоде принимаем, как тоже своеобразный итог. Подводим итоги. Если здесь мы прощаемся с прошлым, то здесь мы где-то еще анализируем и понимаем, что в некоторых вопросах мы потерпели поражение. А для чего это необходимо? Для того, чтобы отстроить новую стратегию, тактику. Поэтому и словно ангел себя перевернул, увидеть другой ракурс, другое направление. Мы об этом с вами говорим. Поэтому вы можете для себя поставить новые задачи в мае, именно потому, что вы не захотите повторять какую-то историю. Правда? Перезагрузка. Видимо, некоторые вопросы у вас решатся быстро, достаточно по аркану первосвященник, правда. Но, может быть, в некоторых темах будут или препятствия, или вам придется, вот по аркану повешенного, вам придется менять методы. Методы, с помощью которых вы договариваетесь. Для кого-то изменить методы работы, методы отношения к конкретному человеку. И это все направлено для того, чтобы потом не повторить ту историю, которая была в прошлом. Давайте мы с вами спросим, раскроем, что же такое для вас аркан повешенный. Король жезлов. Это карта вашей энергетики. И посмотрите, у вас выпало, тем не менее, королева жезлов и король жезлов. Какая-то личная история. Возможно, для кого-то из вас король жезлов – карта харизматичного лидера, когда вы окончательно решите строить карьеру или задумаетесь о том, чтобы монетизировать свое творчество или какое-то даже ваше свое ремесло, окончательно разобраться в отношениях, или когда выход из отношений, как я уже говорила, происходит, и вы намерены именно действовать как-то по-своему. По королю жезлов нет активности, кстати, тоже. У вас сильная позиция, об этом говорит карта. Но и аркан повешенный говорит, ты куда-то не торопись. Иначе с места в карьеры, если мы сорвемся, то мы можем поспешить и не увидеть какие-то детали. А король жезлов – это та энергетика, которая больше отдает команды, приказы, мои дорогие. И вы можете как раз пересмотреть, что, может быть, мне хватит быть на вторых ролях. Дай-ка я буду строить свое благополучие, чтобы оказаться на первых. И вот эта перезагрузка, или как с нового ракурса увидеть свои возможности, для кого-то по работе из вас может проиграться. Что это может быть еще?
Вы можете ощущать вот такие сложные энергии, словно выбора, а на самом деле выбора нет. Вам придется совместить что-то. Может быть, для кого-то буквально личную жизнь и работу. Может быть, провести важные договоренности. Э, Вроде бы двойка мечей, да? Есть всегда, ну, как бы разрозненность. А тем не менее, в этой колоде нам эта карта говорит о мире, о гармонии в нашей душе. И значит, на смену вот таким сложным энергиям или какому-то внутреннему душевному хаосу. У вас приходит мир, гармония, покой. Тут вам лично нужно с чем-то определиться. Тут не совсем проблема внешняя, а именно у кого-то она будет через отношение к чему-либо или отношение к кому-либо. Может быть, эта карта будет говорить о том, что это отношение к самому себе. Поменять именно отношение. Себя поставить, как я уже говорила, на первое место, и свои намерения, планы, цели, а все остальное уже к вам приложится. Пересмотреть кому-то и помощь в очередной раз. Повторяю, видимо, вот эти полгода, вот такие очень важные решения, но, правда, снова нам говорит карта о поражении, это карта первого победа, и она часто говорит о каком-то конфликте. Может быть, для вас это говорит аркан мага как раз, не участвуй в каком-то конфликте, не продолжай. Ведь по пятерке мечей нам всегда карта рекомендует не создать как раз какого-то конфликта, потому что жизнь, она не бывает полностью предсказуема. Кто знает, нам с этим человеком, возможно, еще придется встретиться, или каким-то образом он будет нам полезен. Нам тогда будет легче с ним разговаривать, если у нас не было вот этой самой конфронтации. Тут, в принципе, нет смысла кому-то что-то доказывать, потому что по пятерке мечей мы всегда вроде бы можем потратить силу, энергию, свое красноречие, доказывая кому-то что-то. Мы произнесем какие-то речи, а человек развернется, уйдет и останется при своем мнении. Овчинка выделки не стоит. Где-то тратить свои силы. Вот об этом нам снова говорят. Оставь вот все как есть. Или подведи какой-то итог и иди дальше. Давайте мы посмотрим, что же за карты вам выпадают на июнь. Но, видимо, совершенно необходима вот такая перезагрузка, потому что уже в июне это вы набираете темп. Еще в этой колоде это карта трансформации, это карта возможностей. Но, видимо, чтобы карта мага проигралась по полной, вам нужно вычистить словно свою жизнь или жизненное пространство от того, что вам мешает дышать. Я вот вижу это так. И как только вы вот это производите или происходит переоценка ценностей, словно судьба сразу же для вас открывает новые пути дороги. Буквально у кого-то возможность поехать или переехать куда-то открывается. Или тот вопрос, который касался вас лично, был интересен вам, он у вас начнет ускоряться. Тут действительно какая-то многозадачность, она вам буквально мешает. Или вы, когда на себя взвалили какой-то груз заботы и ответственности, и вам все равно, чего бы это ни касалось, ну, своеобразную чистку или больше времени самому себе, времени для отдыха, для собственной перезагрузки просто необходимо первые полгода уделять, потому что на кону ваша трансформация. Но по этой карте, с этой трансформацией приходят возможности. Нам карта говорит, события ускоряются, и нам придется действовать быстро уже, чтобы чего-то не упустить, опять же. Поэтому, мои дорогие стрельцы, подготовьтесь словно к этому периоду июня, и если есть те вопросы, которые длительное время ни шатка, ни валка, или, может быть, это по отношениям у вас, ну, как качелеобразные мы говорим, да, или двойственная какая-то ситуация. Ведь по аркану повешенный это проходит еще и жертвенность. Мы себя ощущаем, ну, вроде бы и не сделали ничего плохого, но вроде как выглядим в роли жертвы. Кстати, у кого-то может проиграться через отношения с человеком таким, который вас заставляет чувствовать, что вы кому-то что-то должны или ему конкретно должны. А все ведь нам карты говорят, что стрелец, дорогой, ты сам себе должен, а не кому-то. Заверши вот эту многозадачность, иначе ты упускаешь какие-то возможности. И я так вижу. Подготовительный период из предыдущих месяцев до июня как раз и должен состояться, чтобы в июне вы окончательно взяли ракурс на себя и поняли, что это вы, маги и волшебники. И для вас нет ничего невозможного в любой сфере жизни. Какой вы себе план создадите, значит, вы найдете и тысячу методов, чтобы этого добиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы,
и будьте счастливы, будьте любимы всегда.